Так. Сейчас мы проверим. Раз. Отлично. Голос есть. Музычка на фоне играет. Группу наконец-то собрали, блин. Отлично. Я тут не знаю, ну, минут 30, наверное, просто стоял на холме и писал абсолютно вот каждому игроку. Там, друиду, воину, шаману, паладину. Каждому писал с предложением похилить, потанчить. Следующий данж, вот, который мы собираемся сегодня пойти, по-английски называется Wrath and Downs, как я и говорил на предыдущих стримах. Если получится собрать группу, соответственно, исходим. И вот, наконец-то, этот день настал. Сегодня пойдем в данж. Надеюсь, все нормально будет с интернетом, а то последние вот дни что-то как-то он не очень стабильный, к сожалению. Вчера где-то примерно с часу, наверное, в час дня интернет уже был очень плохой. А какой он был ночью, ближе к вечеру даже, я вообще молчу просто. То есть даже просто в Warcraft, если играешь, у тебя там пинг, я не знаю, от сотни до 5 сотен. Невозможно просто даже в Warcraft играть, хоть он вообще не требовательный к интернету, да. Поэтому вот, допустим, вчера я не мог даже запустить стрим. Так, ладно, что у нас тут? Ждем товарищей. Хил идет, танк у нас в Барнсах. Где в Барнсах? Почему я его не вижу? Ага. Где? Или я тупой? Или я слепой? The Barons. Ну так, где? А, вот он появился. Плыл на лодке, значит, хорошо. Так, Рога еще в Бэдлендсах. Филенор, паладин наш в Бэдлендсах, хорошо. Потихоньку, надеюсь, они идут. Я пока что отойду, правда, на минутку. Так, все, вернулся. Так, раз, отлично. Звук на месте. Ну что ж, продолжаем тогда ждать. Продолжаем ждать наших товарищей в данж. Так. Показывал ли я свои достижения с прошлых стримов или нет? Несколько дней, короче, фармил Скарлет Monastery Армори. Убивали этого босса.
Герода. Ирода по-русски. Вот из этого всего мне так вот не удалось, конечно, выбить штанцы. Штанцы вот у меня 29 левел. Квилгард. Легвардс. Если честно, даже не помню, откуда я их получил. Возможно, как раз-таки из соседнего данжа. Может быть, оттуда. Учитывая, что название напоминает вот ребята из этого данжа. А так вот, наконец-то смог шлем выбить. Причем в группе, где танк оказался такой, скажем, хорошим чуваком. Там выпал World Drop, по-моему, колечко Марков Керн. Второй раз, кстати, за все мои забеги туда. И он его выиграл. И он сказал, типа, если вот выпадет шлем, то он не будет его нидать. А больше и некому там особо нидать было. Ну и в итоге мы сходили 2 раза, и вот со второго раза именно вот выпал шлем. К счастью, наконец-то. Топор таки вообще, по-моему, чуть ли не с первого или со второго раза выбил этот раведжер, который крутится. Ну и, конечно, да, когда я его начал тестить с новой переделанной печатью крестоносца, то, что она дает в 20 раз повышенный шанс прока вот этой вертушки, ну это просто, по-моему, 90 какой-то там шанс получается процентов, я не знаю. Пару раз просто заметил то, что вертушка не прокала. А так практически всегда стоит мне просто кастануть Джагу. Именно вот печати крестоносца сразу же прокает вертушка. То есть это АФК фарм, АФК АОЕ фарм получается в данже. Причем еще и урон, если не топ-1, то топ-2 хотя бы по ДПС. Плечи тоже довольно быстро выбил. Плащ вот вчера, кстати, купил. То, что вспомнил, то, что у меня же обновилась эта неделя, я получил 3-й ранг по ПВП. Там я недавно. Были у меня некоторые стычки, пока я собирал металлы, пока я собирал железо, пока я собирал мифрил. Приходилось сражаться. Нагрудник вот выбил из нового подземелья, точнее квест просто был в новое подземелье на убийство ласт босса, поэтому ничего серьезного. Ну, это уже все знают, это просто классический квест на убийство 4 боссов из монастыря Алого Ордена. Вот этот, кстати, шмотку я выбил с ласт... Не с ласт босса, пред ласт босс получается. С этого, с Магрейна. С кафедрального из собора. Часть Скарлет монастыря. Это получается новая шмотка, кастомная. Повезло, вот выбил. Тупо просто продлевает на 1 секунду вот это вот заклинание Blessing of Freedom. На самом деле очень даже полезно. Кольца, в принципе, у меня еще старые. Второе кольцо это рандомный квест. Тьфу, блин, рандомный кастомный квест, который нужно брать в Штормграде на убийство Ругала в Shadow and Keep. И получаешь колечко. Ну, а первое колечко это еще из классики. Правда, вот версия я не помню. Классическая версия, по-моему, там другое кольцо было. А вот это, наверное, версия кольца, это вот уже из Лич Кинга. Проапгрейженное кольцо за квестовую цепочку, которая начинается вот с письма с убитого этого Эдвина Ван Клифа. То есть, ну, колечко уже давненько у меня, но... Так как она дает всего по чуть-чуть, поэтому, ну, я считаю, пока что еще стоит оставить его. Ботинки просто World Drop из данжа. Повезло, выпало, я заролил, выиграл. Штаны говорил, ну, а ремень, перчатки и в реста, это уже все понятно, это просто стрэши. Пока фармил, соответственно, выпали с этого эти вещи, поэтому мне практически сейчас весь сет выглядит красным. Ну и плюс табарду тоже выбил с неписей, которые появляются после ласт босса в арморе. Это было просто невозможно не выбить, потому что я фармил там 3 дня подряд, много раз. По-моему, не знаю, сколько, 4, наверное, штуки мне в итоге выпало, этих табард. One Outside. Один квест снаружи, он вроде для Альянса.
А, это я даже не могу поделиться. Так, ладно. Вот что еще хотел добавить. Тринки. Да, тринки я же сделал. Сначала петуха своего боевого сделал. И вот недавно сделал гномиш Death Ray. Недавно протестил. Можно использовать в бабле. Не так сильно тебя калечит. Очень хорошо. Так что инженерка у меня уже, по сути, все изучил, что мог в столице. Также еще купил PvP триньку, которая просто снимает один эффект станофера и так далее, да. Просто удобная штука. Why not? Так, в принципе, все. Все мои достижения. Начал прокачивать друида. Не знаю, просто так стрельнула в голову идея. Сначала подумал его, может быть, прокачать в качестве твинка, где-нибудь остановиться на 29-м каком-нибудь уровне. На 19-м как-то вообще не хочу, не тянет меня. А вот 29 вот не знаю. Правда, сегодня вот как-то передумал и решил, может быть, даже сделать паладина еще одного. Прям вообще заточить, прям максимального по возможности сделать твинка вот именно до 29 уровня паладина. Учитывая, что ты получаешь молот, соответственно, только уже на 20-м. Это уже хорошее оружие. А там еще есть World Drop, этот кобальтовый крашер. И у него есть прок. По-моему, с трэша, кстати, выпадает. Трэш моба. Вот он. Да, кобальт крашер. То есть удар 110-120 рост урона. И, соответственно, если ее объединить с печатью крестоносца, на 29 уровне, может быть, не такой высокий шанс, конечно, будет, но все же. Так, что у нас тут? Хангри. А, это далеко. Так, где у нас там хил? А, он уже на подходе. Все, тут и потихоньку мы начинаем, получается. Тогда мы начинаем. Так. Ага. Вроде все разбафал, все раздал. Поиск металлов, точно я же. В Танарисе меня завалили. Так, бафнем нашего хила. Что-то игровые звуки у вас совсем какие-то тихие. Или я их вообще не слышу. Так, enable all sound. Странно. Очень странно.
Ну ладно, потом проверю. В принципе, в данже они не так важны. Так, квест, который снаружи, а где он был? Я-то уже не помню. Вроде где-то на горе эльфик стоит или что. Правда, я его не хочу сделать, ну нафиг. Мобы тут зеленые. Ну или, судя по танку, мы будем, наверное, его делать. Видимо, да. Ну ладно. К слову, why not? Каждых по 8 батлгардов, культистов. Угу. Но это займет какое-то время. Поехали. Ну, как я и говорил, стопроцентный прок. Отлично работает. Да, мне нравится новая печать. Тем более, смотрю, у нас у паладина и у танка одинаковые топоры. Сможем просто на АФК УЕ фармить. С 3 раваджерами. А еще и у Хила Хоули новая есть. Отлично. Просто на изи. Нравится. Так, ребаф. Не, ну изи-то да, по-любому. Что у нас тут? Танк 43-й. Хил разве что 38-й. Все остальные 40 плюс. Рога он 42-й. А данж уже, по сути, для нас зеленый, наверное. Так, не то нажал. Тут написано... Как там было написано? 36-46. Там даже под конец будет. Можно, наверное, плюс-минус желтого левела для меня. А так? Блин. Все-таки как-то неудобно без звука. Странно. Так, ну вот, да, начало подземелья только 35-й левел. Хорошо, а если, допустим, я нажму дефолт? М. Нет, что-то не то. Ладно, потом как-нибудь проверю.
Так, свойства. Тут у нас что по умолчанию? Это у нас вообще не то. Так. Ладно. Не буду отвлекаться. Ой, как хорошо. Так, ну сундуки мне нафиг не нужны. Я их как-то не коллекционирую. Потом еще лишний раз нужно будет искать разбойника, который будет это открывать. Как-то я не привык вообще к этому всему. Лишнее место только в сумке занимает. Ладно, потом перезапущу, наверное, игру. Проверю, что со звуком. Если не поможет, то надо будет проверить аддоны. Я там же вроде добавлял новый аддон. Так, пошли сейчас в кучу. Понеслась. Вообще изи. Вспоминается классические сервера, когда только запустили ванилу. Были же популярны эти все AOE-кливы. Как при использовании магов, так и при использовании мили-классов. Вот как раз-таки мили-классы, они основывались именно на использовании вот этого топора. Но там, к сожалению, не было вот этого вот прока другого. То есть печать вот не была изменена. Там было совсем иначе. Она, то есть, действовала как нынешний Crusader Strike, который вот повышает входящий урон от воли магии. Так, что у нас тут? Первый босс. Тутенгаш, если я правильно помню, называется. Так, Разорфен. Да, он стак во. Вот что мне надо. Вот это я бы хотел. А то у меня нагрудник. Нагрудник. Ну, неплохой, конечно, нагрудник у меня сейчас. Хочется получше, все-таки уже латы могу носить.
Так, что у него там еще? Бесполезные перчатки. Вообще не понимаю, зачем такие перчатки делать. Плюс 10 Nature Resistance. Хотя, все-таки в классике резист имеет значение, насколько я помню, в рейдах. Поэтому, ну, не знаю, может быть, они и подходят. Плащик тоже неплохой. Там 11 стамина, мне 9 дает. Ну да, неплохо. Так, хил за нами поспевает, да. Надо ребафнуться. Так. Готовимся, сейчас будет сначала пауки рейдить. Типа несколько волн. Еще не, это надо зачистить точно. Сначала лучше зачистить кабанов. А потом бьем в гонг, и будут с двух сторон пауки подходить. Память еще не подводит меня. Все помню. Так. Ладно. Надо выпить. В принципе, тот пак вроде бы не обязательно, кстати, убивать. Он не сагрится при спауне трэша перед боссом. Так, они хоть помнят то, что здесь босс? Да, отлично помнят. А то я уже подумал. Сейчас, наверное, пойду дальше. Так, они же нежить. Что мне тут по нежити? Экзорцизм. Поставим вместо гномиш Дефрея. В смысле Нью Кингс? Я же всех ребофнул. Ну ладно. Так, есть экзорцизм. О. Да, не андеда. Так, ну первая волна вроде бы фигня. Они чисто могут вайпнуть хила, если мы не успеем переагрить вот эту вот кучу. Дальше уже идут паучки такие чуть посерьезнее, по-моему, элитные пойдут. Но опять же, мы левелом-то повыше будем. Поэтому для нас это особо проблем не будет никаких. Так, Боб кинул, успел. Блин, вот. Вот та самая ситуация, о которой я говорил. Чуть хила не вайпнули. Нормально, живем. Так, а теперь кину, наверное, Seal of Light. А то у хила мало маны. В принципе, он это пьется. Тогда ладно. Тогда ладно. Пусть отпивается, тогда будем бить босса. Что у нас тут по конкуренции? У паладина такой же нагрудник, как и у меня. У Вара. Фигня там нагрудник.
Нормально. Отлично. Ну, в принципе, если 9 стамина и агилки еще, то на разбойника отлично подойдет. Так что ГЦ. Роги. А дальше тут, по-моему, будет еще квест. Тут плененный бронзовый дракон или красный дракон. Его сначала надо будет сопровождать, потом там отбиваться от волн противников. Как-то так. Причем там интересно, квест начинается там вроде сначала первая часть квеста нужно дать клятву на исполнение, то что, мол, мы выполним квест или как-то так. И только потом начинается квест на эскорт, поэтому тут надо сделать так, чтобы все игроки успели сдать первую часть квеста. О, у кого-то сумка выпала. 12-слотка. Неплохо. Проблема? Какая проблема? Так, if you fuck it up, I will be the only one with the quest. Что? There will be two cast. Ну понял, это то самое, что он и говорит. Это не проблема, это такая механика у этого квеста. Ну хорошо, что так помнят. Это тут прям приятно. А то так всегда бывает, какой-нибудь дебил сразу же возьмет чисто для себя квест и все. Так, ребафаем. Докеби Хэт. Интересная шапочка. Так, ну вот. Первая часть квеста сделана. Ждем остальных, когда они сдадут. И только тогда стартуем, в этом и прикол. Так, ну вот, поехали. Все. Теперь главное, чтобы он не помер. Если не ошибаюсь, по завершению он дает неплохое колечко. Ну, прямо от слова совсем неплохое. Такое синего качества. Да, правда, пока он дойдет до этого места, тоже время пройдет. Я еще не помню, появляются ли какие-то трэш-мобы еще по дороге.
Блин, хилить его, конечно, нельзя. Это тоже беда. Тогда да. Тогда придется прям аккуратно играть. Поставлю максимальный ранг лужи. Так, ну вот почти уже пришли там за следующим поворотом. Кастеры. Но я уже не помню, какие там кастеры. О каких кастерах говорит танк. Так-то у меня, конечно, есть стан. А, ну, еще один тоже стан. Гранатку кинуть тоже могу. Не зря все-таки инженер. Так, пока что, ну. Ну, первая пачка, ладно, она не серьезная. Так. Первая пачка была несерьезная, но он как-то уже потерял хп. Офигеть. Че, серьезно? Надо, короче, кидать лужу просто по КД. А то у него уже 75% хп. 3 минуты еще держать. Я лучше себе бафну на Wisdom. Половина. Блин. Что-то я начинаю сомневаться, что мы это сделаем. Хм. Looking good, да, серьезно? А вот я что-то сомневаюсь. Ну вот сейчас отлично мы успели перехватить. Просто я вовремя кинул лужу. И сразу сагрил. Они, по-моему, даже ударить ни разу не успели. Да, ни разу не успели. Так. Отлично. Успели сагрить. Ну, вроде мы нормально справляемся. Еще 1 минута. Так, ну и где они появятся?
Почему они не появляются? Это тут немного напрягает, когда не понимаешь, откуда они появятся. А, так тут прям босс появляется. Вот про это я совсем как-то забыл. А вот и колечко. Отлично. Так. Правда, кольцо, оно такое... Не знаю даже. У меня, в принципе, все эти кольца, они... Я бы сказал, универсальные. Они всего по чуть-чуть мне дают. Есть ли смысл это использовать? Ну, может, пока что оставлю. 3 силы дает. Это тоже 3 силы. Ладно, пофиг. Не бегать же все время вот с печатью в Рина. Рарка? А, точно. В этом же данже есть рарный босс. И с него интересный лут падает. Интересно в плане названия. Вот это вот. Экскалибур. То есть, ну, соответственно, отсылка к легендарному мечу в легенде о короле Артуре. Правда, он по статам, он хуже, чем мой топор. Чем Бонбайтер. Поэтому мне он, по сути, не нужен. Ремень, вот. Блин. Ремень, да, в принципе, я могу заменить. Так. А, эти два уже ушли. Почему тут стоим? Так, надо бы сменить музычку. Ну да, танк дело говорит. По сути, самый хороший лут тут у ласт босса и вот этого рарника. Ну, чисто для латников. Потому что все остальные боссы, они чисто там... Ой-ой. Я не туда... Остальные боссы там, по-моему, для друида, для разбойника вот хороший. Вот этот Мурдрэш, он вообще для кастеров хороший. Вот сейчас, кстати, мы его и будем стукать. Тоже прикольное место в данже, мне нравится. Тусовка андедов. Ладно, погнали. Ну вот, и сама даже прогнала. Раваджер. Хоть и не так часто. С печатью вот практически стопроцентный прок. А вот без нее, ну так. Гораздо реже, по крайней мере, если сравнивать.
Так, ну это ладно, это фигня, это можно просто грид. Так, сейчас тогда ребафнемся. Приступим к второй половине данжа. И следующий босс у нас на списке, по-моему, вот этот, да. Гигантское поганище. И вот с него хорошие, кстати, наплечники падают. Для разбойника-друида. А вот арбалет я не помню, чтобы был в оригинале. Может быть, это кастомная шмотка? Хм. Да, по-моему, в оригинальном классическом Варкрафте не было вот этого арбалета. Тоже добавили. Так что хантам есть смысл идти сюда. На этого босса. Вот эта вот часть, кстати, вот немножко бесит, потому что NPC могут кидать сало. Вот эти вот призраки. И вот сейчас вот Хилл стоял рядом с ними и получил сало, соответственно. Теперь я получил. На целых 8 секунд. А, ну да, я еще и стан кинуть не могу, это же заклинание у меня. ГГ. Ха. Ну да, мы практически не даем ему убить. Просто идем тупо вперед. Бедный Хилл там еле поспевает за нами. Бедняга. В кавычках нет. Так, следующий босс, он, по-моему, патрулирует. Если я правильно помню. Он именно вот по этой дороге будет ходить там скоро. Мы его увидим. Так, ну шея чисто на хила. Поэтому я думаю, он занидит. Да, впрочем, это он и сделал. Ха. Хорошо, что сало не действует, пока я кручусь. То есть это физический эффект, а не магический. Так, что у меня там по пингу? 165. Ну, сойдет. Так, если сейчас хила будет сильно бить, наверное, кину на него боб. Ну, в принципе, думаю, тут еще у нашего танка проблема с агро. Он все-таки без щита и одноручки. Чисто с двуручкой все это делает. Думаю, это тоже имеет значение. Я просто не спец в танковании за воина. Я больше танковал в классике именно друидом. А вот и жирнич идет. Так. Ну что ж,
какой будет у него лут. Хотя, в принципе, мне не важно. У меня наплечники получше относительно. Херня вообще. Херня. Так, ладно, отбиваемся и ребаф кину. Продать, конечно, можно было. Тут целая голда. Но, увы. Выиграл не я. Так. Ребаф. Так, где-то в одной из этих хижин будет тот самый рарник. И в это, значит, дальше. Да блин, че залутать-то не могу. Так, вот он. Вот он, да. Кабанчик нас ждет. Скоро мы его залутаем.
Неслась. Я только не помню. Майн контрол. Сейчас я зауешу. Ну ладно. Ой, блин, а вот разбойника... Лол. Блин. Опа, Авриста-то хорошая. Это дяде надо. И ремешок. Это тоже дяде надо. М, 99. Понятно. Жалко. Жалко, жалко. Так, ну что у нас тут остается тогда? Остается Last Boss. Сам Лич. Собственной персоной. И вот у него, ну, шлем хороший есть. Поэтому, ну, надо надеяться, что он выпадет, и я его смогу выиграть. Правда, у меня тут снова начинает подлагивать, я смотрю. Так, тут совсем чуть осталось дойти. Вот тут странные, конечно, дела происходят, когда в этих вот довольно высокоуровневых подземельях ты лутаешь сундук, а там падает для 19-го левела шмотка. Это что за бред? Данж для 40-го, грубо говоря. Ну, ребята, ну это что? Ну это же не шутки, ну. То есть, по сути, лут с таким же успехом можно залутать в первых данжах. В таких же сундуках. Чиф Бригадир Коев. Понятно. Тоже, кстати, неплохой шлем. Ну, в рамках зелени, я бы сказал.
На охотника такой интересный. Так, надо отпиться. Тем более пусть наш хил тоже попьет. Так, ну вот, все. Вот моего ласт босса. Изи. Использую-ка я тут свои триньки. Чисто до прикола. Ох, это что такое? Класс. Просто класс. Не дроп, а, извиняюсь, хуйня. Но я его выиграл. Ура. Стамина и интеллект. Ну, не знаю, может быть, у меня там в банке и похожи перчатки. Надо закончить квест, который мы начали снаружи. Те, у которых он есть. Так, ну что ж, тогда... Тогда доделаем этот квест еще. К счастью, люди не хотят ливать, не доделав его. Чему я очень рад. Ну, конечно, разбойник разве что ливнул, потому что у него тупо этого квеста нету. Остались только те, которые имеют этот квест. Хотя бы хил есть. Нормально с хилом сделаем. И после этого я тэпнусь в Штормград. Сдам. Получу вот эти вот 2 шмотки. Я знаю то, что их не нужно выбирать. Да, тут так и написано. Шея неплохая.
Так что ее я сменил. А ту вторую шею, вот не помню. Если у меня есть какая-то в банке нахила, то я оставлю ту. А если вот эту вот, то по идее засуну в банк. Там я себе коплю шмот на холле паладина. Так, и где там он? Где наш хил? Ну ладно. Что-то он там долго идет. Да, в принципе, наверное, поменяю. Сейчас на четверочку поставлю часть мудрости. Мы резали ману. Так, Battleguard есть 8 из 8. Осталось по 5 штук других. Блин, мана закончилась у меня. Надо будет отбиться. Так, допьюсь. Так, ну тут, наверное, надо сменить орудие труда. И немножко запустить круговой удар.
Перчатки. Перчатки. Ну, не буду. Так, что у нас тут? Тут все. Тут нужных больше нет. Так, теперь культисты. Нифига, это что за аура такая? Это прям они лужи установили, что ли, такой же, как у ДК? Интересно. Так, тут двоих мы убрали. Где же еще? Не знаю, может быть, там надо проверить. Судя по квест-хелперу. А, вон они. Есть. Задрал. Агрит все подряд. Так, ну это я знаю. Ты изучил? Как инженер. Блин, мана совсем на исходе. Не знаю, даже стоит ли возвращаться в это подземелье. Учитывая, что особо ничего не выбил. На 40-м левеле. Куда идти качаться? Тонарис, наверное, немножко рановато. Не знаю, наверное, надо будет, короче, поспамить какие-нибудь данжи. Может быть, снова. И все. Ну вот. Ништяк. Квесты сделаны. Как-то лень просто вот идти довольно далекий данж. По квестам надо будет посмотреть, какие локации тут еще. Все-таки новые квесты есть, добавленные в некоторых локациях.
Может быть, мне их поделать и на этом сделать контент. Чисто отдельный стрим. Что там опять с этим жрецом? Опять сагрил, что ли, целую армию? Окей. Культиста еще надо. Ну, пойдем. Возле, как бы, входа в данж сам был культист. Ну, если они нашли там, то ладно. С базара. Чё, где он? Ну вот. Помогли. Ну что тогда получается, наверное, все.